Всем привет, котятки! Наконец-то мы с вами дождались этот важный и полный интересных событий выпуск. Сегодня мы расскажем, чем закончилась наша длинная и очень добрая история про беременную кошку и ее маленьких котят. Для тех, кто впервые на нашем канале, сейчас я в 2 словах быстренько обрисую всю картину, чтобы вы понимали, с чего все началось. А те, кто с нами давно и знает начало истории, предлагаю освежить память и посмотреть еще раз. Так вам будет интереснее узнать, что потом стало с котятами и чем закончилась эта история. Всем хорошего настроения и приятного просмотра. Эта история началась весной прошлого года. Однажды мы с Катей увидели на улице беременную кошку. Бедняга выглядела больной и постоянно сидела около подъезда, будто кого-то ждала. Она будто надеялась, что кто-то вернется за ней и заберет обратно с холодной и мокрой улицы. У кошки был огромный живот, и, судя по всему, сроки вот-вот подходили, но кошка не могла полноценно расслабиться, поскольку не чувствовала себя уверенно на дождливой апрельской улице. Мы наблюдали за кошкой несколько дней, ведь вдруг она потерялась и за ней кто-нибудь вернется. Затем приняли решение забрать ее домой, чтобы она родила в комфортных условиях и полнейшей безопасности. Все признаки указывали на то, что ранее эта кошка была домашней. Не знаю, кто мог с ней так ужасно поступить, но очевидно, что эту кошку просто выперли на улицу, чтобы не возиться с ее потомством. Поэтому всякий раз прошу всех, кто меня слышит, не бросайте своих домашних животных. Если мне удастся достучаться хотя бы до нескольких из вас, значит я уже не зря продолжаю вести этот канал. Кстати, о канале. Очень прошу вас подписаться на наш канал, ведь сейчас мы проживаем сложный период и нам очень нужна ваша поддержка. Для вас это секундное дело, а для нашего канала это шанс выстоять все эти спады и кризисы, связанные с замедлением YouTube. Поскольку у нас уже есть домашние животные, мы посадили кошку на балкон и сделали ей все условия для комфортного проживания. Уличных и тем более простуженных больных животных ни в коем случае нельзя сразу выпускать к домашним здоровым. Сперва нужно вылечить больное животное, только потом постепенно знакомить, если вы планируете оставлять новичка у себя. Но в нашем случае знакомство беременной кошки с нашими домашними ни к чему, поскольку мы не планировали оставлять эту кошку у себя. А кошачьи стрессы и тем более конфликты не пойдут на пользу ни нашим котикам, ни тем более не пойдут на пользу беременной, вот-вот родящей кошке. Ей сейчас нужен покой, а также тепло, еда, вода и море ласки. С тех пор этот закрытый балкон стал ее домом практически вот уже на целый год. Мы ухаживали за кошкой, всячески задабривали ее вкусняшками и лаской. Старались уделять внимание, особенно первое время, чтобы она не чувствовала себя закрытой в одиночной камере, а скорее чувствовала себя как дома, ну или хотя бы в неплохой кошачьей гостинице. Кошка полностью нам доверяла и всякий раз старалась нам это демонстрировать. Позволяла себя трогать, гладить, выставляла нам свое пузико, заполненное вот-вот родящимися котятами. Громко мурлыкала и вела себя абсолютно уверенно на нашей территории. Единственное, только лечебные процедуры ей ужасно не нравились. Но, как говорится, нравится не нравится, не злись, моя красавица. Все это нужно только для твоего же блага. Буквально через день, с утра пораньше, кошка начала раздавать нам свой урожай. Ситуация резко изменила наши планы. Пришлось бросать все дела и весь день находиться рядом с ней. Кстати, она и сама очень этого хотела, чтобы мы были рядом. По ней это было даже видно. Она смотрела нам прямо в душу, будто просила о помощи.
А еще мяукала и очень хотела ласки. Когда мы ее гладили, она укладывалась на бочок, успокаивалась и продолжала свое урожайное дело. В тот момент мы чувствовали некую сближенную связь между нами и совершенно чужой кошкой. У нее больше нет хозяина, которого она когда-то любила и которого она хотела бы видеть рядом в такой нелегкий и ответственный для нее момент. Но так сложилось, что какие-то случайные люди проявили к ней долгожданную заботу, и вот она снова ощутила себя хоть кому-то нужной. Теперь наша задача заботиться об этой кошке до тех пор, пока мы не найдем для нее постоянного хозяина и не передадим ее в добрые руки заботливого человека. Роды прошли довольно неплохо. В первой половине дня, примерно до полудня, кошка родила 6 котят. Получился целый букет, который мы безоговорочно приняли и стали потихоньку работать над их будущим. А еще забавно то, что получилось поровну мальчиков и девочек. 3 таких и 3 таких. 4 малышей были практически одинакового окраса. Черные с белыми пятнами, ну или белые с черными. А 2 других котенка такие же близнецы, только серенькие. Малыши росли озорными, веселыми и дружными. Они так забавно познавали мир, рассматривая все вокруг. Мама-кошка ухаживала за своим потомством и следила, чтобы наш рыжий тютюха даже не поглядывал в сторону ее птенцов. Мать, ты чего? Мать! День за днем, неделя за неделей, вот так мы постепенно крепли и становились старше. Когда малыши подросли, всем этим прекрасным котятам, а также маме кошки, нужно было найти любящую семью, чтобы они жили с надежными людьми. Как бы мы ни хотели расставаться с этими прекрасными малышами, оставлять всех себе мы не можем. И речь тут даже не только про этих животных, а вообще про всех, кто проходит через наши руки. Ведь наша цель не оставить у себя всех, кому мы помогаем, заполнив квартиру десятками спасенышей, а помочь этим животным найти свой дом и обрести надежду на счастливое будущее в руках надежных людей. Поэтому в дальнейшем нашей главной целью стал поиск добрых ручек для всего этого кошачьего семейства.
Основной площадкой для поиска хозяев, как и всегда ранее, стал этот канал, на который вы все, очень надеюсь, подписались. Я снимал видеоролики про малышей и в этих видео рассказывал, что они все очень ждут своего хозяина. Такие выпуски были своего рода доской объявлений, с помощью которых люди отзывались и забирали котят. Первая заявочка поступила на серенького котенка, и эта заявка была от нашей подруги. Подругу зовут Вита. Они с молодым человеком живут в Гомеле. Давно подумывали приютить котика, и вот во время просмотра одного из таких видео вдруг поняли, что время пришло. Там на видео по балкону бегало их серенькое сокровище, которое обязательно должно было стать членом их прекрасной семьи. Судьба у этого котенка сложилась довольно печальным образом, но в тот момент еще никто не знал, что будет потом. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Босс. Опа. Ну что, малыш, ты сегодня уезжаешь домой. Мы его помыли. Покажись. Вставай, выспишься по дороге. Вставай. Подожди, это тот? Да. Или вот Нет, он? подожди. Вот. Чуть не того забрали. Все, извини, потревожил. Спи Назад. Назад. Все. Малыш. Мокроватый еще. Макроватый еще такой. Шерстка тут такая. У нас завитушки такие. Сейчас мы поедем домой. Товарищ гомельчанин. Товарищ гомельчанин так смотрит. Прощайся со своими братиками и сестриками своими. Ты уезжаешь. Лапки еще влажноватые вот тут вот. У нас котик. На улице такая жара, что Да. ничего щас. страшного. Ничего страшного, конечно. Он лежал тут, не высохло он. Ничего. А приедешь, расчешешься, вылежишься. Котик мой, красавчик мой так смотрит. Бусик такой. Уезжаешь первым. Первым уезжаешь. У тебя будет хорошая семья. Все будет хорошо. Вспоминай нас. Так, сейчас мы наберем наполнителя. Как обычно, чтобы в новом доме был запах привычный, Много не надо. чтобы он знал, куда идти. Малышечка тоже хочет уехать уже. Так, лемурка тоже там ожидает. Ожидает уже, когда ее тоже. А это самый счастливый там все крутится. Помытый. По такой жаре так ему хорошо. Хорошо ему. Ты на проводочки не смотри. Любитель мои проводочки потягать. Да? Красавчик. Он такой хорошенький, игривый очень. Очень игривый, да, очень хорошенький. Баловник такой, баловник такой. Такой хороший баловник. Жалко, у меня мало с ним видосов. Мало с ним видосиков с красавчиком нашим. Но ничего. Будем смотреть потом, как он будет расти, каким он будет становиться. Хорошенький такой. В переноску его или как? Или на руках просто? Нет, ну конечно в переноску. В переноску. Ну что? Подстелим еще пеленочку, мало ли сюрпризы, Сюрпризы бывают по дороге. бывают. Да. Прощайся со своей сестрой. Сестричка желает ему всего хорошего, чтобы был умницей, чтобы слушался своих папу и маму, не вредничал обязательно. Да, будь умницей, хорошим мальчиком. Тебя поглядеть? Давай тебя тоже поглядим. Катя уже принесла. Ну что, ты сам? Давай сам. Давай сам. Вдвоем они хотят.
Я же говорю, малышка тоже хочет. И тоже надо уже. Нет, она передумала. Она передумала. Ну все, Давай, Костик. давай, все. Мать чувствует? Мать, тебе на одну головную боль меньше будет. Ты все свои обязанности сделала, мать. Выходила детяток, выкормила клячавчиков таких больших. Все. Остальное дело рук человека. Еще один вон братик лежит. Разреши, я пройду, пожалуйста. Все. Скажи всем пока. Всем пока. Всем ага. Все, мы поехали. Так. Осторожно. Боишься? Боится. Ну, а что делать? Мартюха, там серое ухо, серуха. Пока поставим здесь. Ну что? Что-то новое для тебя, да? Ну ничего, 2 часика, и мы с тобой уже будем дома. Это Паша, и он будет помогать нам разводить котят по их новым домам. В тот момент Пашка страшно нас выручил, за что мы страшно ему благодарны. По дороге, как обычно, мы заехали в магазин за гостинцами и отправились в город Гомель, который отныне станет домом нашего серенького красавца. Кстати, Серыч сидел в переноске спокойно и с любопытством рассматривал все вокруг. На календаре было 30 июня. На улице стояла дикая жара, градусов 35. Для нашего региона это по-настоящему серьезное пекло. Кстати, в тот день мы словили еще один курьез в нашу дорожную копилку. Где-то на середине трассы до Гомеля образовалась пробка. Под сопровождением ГАИ перевозили какие-то огромные комбайны размером с дорогу. Эта техника двигалась со скоростью самой ленивой черепахи. Не обогнать и не объехать, и никуда не свернуть. Вот так нам пришлось катиться целых полчаса. Да еще и под палящим солнцем, от которого никуда не спрятаться. Еще как назло сломался кондиционер, а на крыше машины можно было жарить яичницу. Вскоре эти черепашки все же свернули на повороте, который я теперь буду называть поворот любимый. А мы поехали дальше. Ну что, малыш, пошли. Какой ты легенький. Ты там делев не наделал? Делев не наделал, вроде нет. Будем знакомить тебя. Оп. Ну что, пошли. Катька тянет. Как тебе поездочка? Пока нормально, не беды. Нормально. Здрасте. Здрасте. Привет. Что он там? Боится, смотришь, это знакомо. А где я очутился? Все, выходим. Не бойся, не бойся, не бойся. Там уже смотрите. Чего он там испугался? Наверное, отражение свое увидел в этом. Я только хотел спросить, у тебя котик еще есть? Первое время малыш боялся в новом незнакомом доме, но со временем постепенно стал осваиваться. Вскоре он стал настоящим членом дружной семьи. Ребята назвали котенка Зизу в честь легендарного футбольного тренера. Они в нем души не чают, а котенок отвечает взаимной любовью. На этой прекрасной ноте я должен был завершить рассказ про серенького котенка и перейти к следующему малышу. Но в жизни, к сожалению, бывают разные ситуации, и не всегда все происходит так радужно, как нам хотелось бы. Котенок рос веселым, и все было хорошо, но вскоре у него начались проблемы со здоровьем.
Сперва он начал хромать на задние лапки, а потом они и вовсе у него отказали. Ребята обратились к неврологу. По результатам рентгена никаких травм, переломов, ушибов обнаружено не было. Единственным вариантом было ехать в Минск и делать МРТ грудопоясничного отдела, что они и сделали. К сожалению, по результатам МРТ была выявлена опухоль. Врачи порекомендовали делать операцию и удалять опухоль. Операция прошла успешно. К сожалению, опухоль оказалась злокачественной. Котенку предстоит постоянная химиотерапия. Сейчас Зизу чувствует себя намного лучше, старается стоять на лапках и даже немного бегать. Здесь отдельно хочется сказать большое спасибо ребятам за то, что приняли эту беду и не бросили котика в трудный момент. Некоторые вернули бы обратно, сказав, что мы так не договаривались, или вовсе усыпили бы, как предлагают не самые лучшие ветеринары. Но ребята пошли на все, потратили огромные деньги на дорогостоящие обследования и операцию, делали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эту маленькую серенькую жизнь. Мне очень хочется, чтобы таких людей было как можно больше. Огромное уважение ребятам и всем тем, кто никогда не бросал и не бросит своих друзей в беде. Следующая уехала кошечка, которую мы называли Лемурка. Эта малышка, единственная из всего семейства, даже не уехала, а можно сказать ушла, потому что ехать в тот день особо никуда и не пришлось. Лемурку тоже забрали наши знакомые, и живет теперь эта кошечка в 10 минутах ходьбы от нас. Кстати, Лемурка громче всех кричала в пути. Даже люди на улице смотрели в нашу сторону и не понимали, почему у нас в переноске так громко кричит котенок. Но дома она стала успокаиваться. Еще бы, ведь столько всего нового и незнакомого вокруг. Старшую кошечку зовут Муся, а Лемурку официально решили назвать Асей. Теперь это красавица Ася, и ее очень любят. Ася тоже, кстати, отвечает взаимностью. Малышка растет очень ласковой и нежной кошечкой. Хозяйку зовут Катя, и она так и говорит, что всегда хотела настолько нежную и ласковую кошку. А еще Ася смотрит наши выпуски. Это так забавно выглядит, когда котенок будто смотрит продолжение своей прошлой жизни. Видео из того самого дома, в котором она родилась и выросла. Там на экране ее братик и ее мама пробуют всякие игрушки, и Ася словно все понимает и будто немного скучает по ним. Не будешь играть? Смотри, какая забавная. На самом деле фоточек и видео с этой малышкой очень много, и если все показывать, то выпуск получится на несколько лет. Поэтому скажу главное: у малышки Аси все хорошо, и большое спасибо ребятам за их заботу. Следующий билет в счастливую жизнь получил даже не кто-то один, а сразу двое. Сейчас все расскажу. Малышка с розовым носиком аж сама лезла в переноску, будто понимала, что едет домой. А также вместе с ней поедет второй серенький котенок. Вот такие песнопения мы слушали почти всю дорогу. И едем мы сегодня снова с Пашей, который с удовольствием согласился отправиться с нами в столь далекое путешествие. По дороге, как обычно, магазин, где мы купили все необходимое, а также новую переноску, ведь пассажиров сегодня у нас несколько.
Так вот, рассказываю подробности. Нам написали 2 семьи из города Минска и города Борисова. Это была первая история, когда мы за раз завозили сразу 2 котиков в добрые руки. Хотелось бы, чтобы всегда котики находили семью так быстро и в таких количествах, но для этого нам нужен мощный актив, а особенно из Беларуси. К сожалению, на прекрасной родине нас смотрят всего 9,5% белорусов, и это ужасно мало. Поэтому, уважаемые земляки, нам особенно важна ваша помощь с распространением наших видео. Приводите на этот канал своих друзей, знакомых, родственников, соседей, одноклассников и вообще всех, кого только сможете заинтересовать. И давайте сделаем так, чтобы этот мизерный процент красиво увеличился. Если здесь будет хотя бы 20%, то шансы найти животным семью в будущем увеличатся в 2 раза. Подобрышей будут разбирать активнее, а значит мы сможем помогать большему количеству животных. Мой зайка, пошли, не бойся. Напуган. Да, не бойся, все хорошо. Сердечко колотится, заходим. Вот так. Все. Как вас, кстати, зовут? Василий. Василий. Что вас сподвигнуло завести кота? У нас в целом постоянно коты с самого детства, поэтому одного мы взяли тоже маленьким, вот еще второго сюда же. Кошатники, короче. Ну да, чтобы скучно не было. А, еще один? О, сейчас посмотрим. Ты успокоился? Мы когда увидели видео, сразу на него внимание обратили. Второго Серыча назвали Тимон. Вот такой довольный серый Тимон радуется жизни в своем новом доме. Долго находиться с Тимохой в тот день мы не могли, поскольку в машине нас ждал еще один котенок. Глазоньки мои. Моя красавица. Сейчас поедем с тобой в Борисов. Одного отдали, второй теперь. Сейчас поедешь домой. Нюхает свежий воздух. Вышла из машинки погулять. Малышка. С этой кошечкой у меня особые чувства. Может, кому-то из вас я открою секрет, но иногда мы влюбляемся в некоторых животных, которые проходят через наши руки. Нет, мы всех любим, за всех волнуемся и всем хотим самой лучшей жизни, но бывают такие необыкновенные чувства, которые очень трудно объяснить. И эта кошечка одна из таких. По какой-то необъяснимой причине она очень сильно запала мне в душу, как когда-то Соня и Мишка, как когда-то моей маме запал в душу Кузя. И сейчас мне придется попрощаться с ней ровно так же, как когда-то пришлось попрощаться с маленьким Марти. Поймите меня правильно, мы полюбили всех котят, но она самая милая и самая невероятная. В ней есть что-то такое, от чего таяло мое сердце, как снежинка на ладони. Она всегда самая первая бежала к нам, когда мы с Катей заходили на балкон. Почти каждый раз, когда я опускал взгляд вниз, около моих ног сидела она и, задрав голову, смотрела прямо в душу. Я боялся на нее наступить, потому что она всегда крутилась около моих ног и просилась на ручки. Какой-то маленький пушистенький магнит, который притягивал мое сердце со страшной силой. И это не про внешность, не про какой-то красивый окрас. Это что-то внутреннее, невидимое, необъяснимое. Конечно, многие спросят меня, так а чего ты не оставил ее у себя, если она тебе так понравилась? Да потому что у меня есть Соня и Марти, а возможно однажды еще и Мишка приедет. Я просто физически не могу оставить всех, в кого влюбляюсь. Помните 2 новорожденных котят, которых мы выкармливали своими руками? Так вот с этой пятнистой кошечкой было то же самое. Я также страшно ее полюбил, и мое сердце разрывалось на куски, когда пришло время ее отдавать. Но мы не можем поступить иначе.
К слову, Катя тогда очень полюбила подгузничку. А еще Кате страшно запал в душу Немишка. Она потом еще долго скучала и вспоминала его. И вот представьте, что бы было, если бы мы с Катей оставляли у себя всех, кого мы однажды полюбили. А сколько таких историй, возможно, еще будет впереди. О, знакомьтесь. Оленька, не бойся. Давай, ты же у нас смелая обычно. В общем, я опять испытал перелом души, но тем не менее, я вынужден был взять себя в руки и просто передать котенка добрым людям. А здесь можно заметить типичного Сашу, когда ему приходится прощаться с тем, кого он сильно полюбил. У малышки теперь есть прекрасная семья, которая ее очень любит и которых очень любит она. Мы с Александром регулярно поддерживаем связь. Он отправляет фото и видео с малышкой, а также рассказывает истории из ее новой жизни. А кстати, кошечку назвали Мия, и на мой взгляд это имя идеально ей подходит. Обычно в такие моменты я всю свою любовь приношу своей Сонечке. Бедная Соня, ей постоянно приходится терпеть мои обнимашки и поцелуи. Чувствую, скоро пожалуются на меня в общество защиты животных. Что ж, с этим все понятно, но нам пора двигаться дальше. Следующей уехала та самая кошечка, помните, которая в детстве кушала отдельно от всех. Нахлебыч, кстати, тоже хотел оказаться в этой переноске, из которой он ступил бы на порог своего нового и отныне родного дома. Но, к сожалению, его очередь придет еще очень нескоро. Сегодня мы едем очень далеко, и в очередной раз нам в этом деле помог Пашка. Этому человеку вообще отдельное спасибо, поскольку Паша сам предложил потратить свой единственный выходной на нас. Он готов был проехать почти 700 километров и потратить весь день, чтобы помочь нам завести еще одного котенка в добрые руки. И вот знаете, просто сказать спасибо тут как-то маловато, поэтому давайте все вместе скажем ему большое спасибо. Я оставил в описании ссылку на его канал и попрошу вас подписаться и передать ему огромный привет. Пусть ему тоже будет очень приятно. А еще, кто знает, возможно, на следующем стриме Паша расскажет свои впечатления об этих наших поездках. По-моему, это будет очень интересно. Сегодня мы путь держим в агрогородок Жировичи. Как я сказал, это примерно 700 километров в обе стороны, что заняло у нас весь день. По приезду нас встретил вот такой довольный местный житель. И, судя по всему, это чей-то полудомашний котик. Малышечка моя, не бойся. Ты приехала домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Пироги печь за кексами. Мурочка. Она как чувствовала сегодня прямо это. Вообще, А сколько ей лет? 3 года вот ей. Давай, может, Катя, насыпем наполнитель и... Да, потому что мы очень долго в дороге, неизвестно что. Мы хоть ту взяли? Да, вы взяли. У нас больше нету кошек. Все, тихонечко посмотри, все, обнюхай. Вон там твоя подружка. Кошечку назвали Соней, а ее старшую подругу зовут Мурка. На нашем балконе Соня была самым стеснительным котенком. И вот во что превратилась эта стесняшка в новом доме. А еще семья называет ее антистрессом, потому что она очень веселая и позитивная. А также и Шкода, и Привереда, и вообще весь комплект противоположностей когда-то бывшей скромницы-стесняшки. Но главное, что она счастлива и очень любит свою семью. Постепенно стало закругляться лето, а вместе с ним закончилось и наше везение на добрые ручки. У нас остался последний котенок-нахлебник и мама-кошка, которым мы долго не могли найти семью. К сожалению, заявок на них не поступало более 4 месяцев. Кстати, люди в комментариях часто спрашивают, почему мы называем его нахлебник. А вот почему.
весело. Так, вот такие уже наглые. Ты посмотри, какой схватил и жует на ходу. Вы серьезно? Вот, еда, вот, то, что вы едите, она ест только это. Чего вы лезете к ней? Не пущу больше никого к ней. Все. Ты смотри, просек фишку и лазит. Смотри, какой нахлебник. У тебя скоро новое погоняло появится. Нахлебник. Ты погляди. Нахлебник, накормик. Ты погляди. Ну что это за нахлебник такой? В общем, этот малыш постоянно стремился скушать еду своих братиков и сестричек, но мы в шутку и назвали его нахлебником. Так и привязалась. Нахлебыч рос, становился старше, и со временем терялись последние надежды, что кто-нибудь за ним придет. И вот в декабре, неожиданно для нас всех, нам написала наша подруга, та самая хозяйка Зизу. Она сказала, что после долгих размышлений они решили приютить у себя нахлебника. Но для начала нужно было посоветоваться с ветеринаром, можно ли сейчас Зизу после операции заводить друга, на что врач дал положительный ответ. 28 декабря, буквально в предновогодние праздничные дни, ребята приехали к нам за нахлебником. Сегодня этот скромный малыш покидает свой родной балкон, на котором он родился и прожил всю свою жизнь. Со своего самого первого месяца апреля вплоть до праздничного новогоднего декабря. С грустью в глазах и в то же время с радостью в душе мы упаковывали его любимые игрушки, дали с собой немного гостинцев, засняли прощальное видео с мамой-кошкой, и ребята отправились в путь. Тяжеловато. Зизу полегче будет. Веди себя хорошо, котик. Поездку Нахлёба перенес благополучно. Поначалу мяукал, затем успокоился и просто наблюдал за всем происходящим вокруг. Дома Нахлёбыч вел себя достаточно уверенно. Ходил по квартире, обнюхивал каждый уголок, нырял под диван и другую мебель. Ах да, кстати, ребята дали ему постоянное имя. Он больше не нахлебник. Теперь его зовут Оззи. Имя музыкальное и очень красивое, но для нас где-то в глубине души он навсегда останется Нахлёбычем. Первое время Зизу немного бурчал на своего братишку, ведь за столько времени они позабыли друг друга. Зизу, что это такое? Рычит он мне, посмотрите. Но это нормально, ведь кошачья память обновляется очень быстро. На следующий день Оззи, как положено, сходил в лоточек, смачно поклевал корма и уже вовсю гонял игрушки. Со временем Зизу перестал на него бурчать. Они окончательно подружились и теперь вместе кушают, спят, пытаются в догонялки, а также наблюдают за птичками на балконе. С появлением брата-друга Зизу стал более активным, начал больше двигаться и меньше спать. А со временем их дружба будет только крепчать все больше и больше. А вот прекрасная мамочка осталась совсем одна. В апреле будет год, как она ждет своего хозяина. Она, так же как и другие, хочет засыпать рядом с любимым хозяином, встречать его с работы или учебы, быть любимой и дарить любовь в ответ. Это видео наверняка увидят много прекрасных людей, и я искренне прошу вас подумать и принять эту красавицу в свою семью. Пишите нам по ссылкам в описании. Мы также приедем к вам домой и лично привезем кошечку в ваши прекрасные добрые руки. А также помогите распространить этот выпуск, чтобы его увидело как можно больше людей. Делитесь выпуском в домовые чаты, а может именно там его увидит тот самый человек. Ну и конечно же пересмотрите выпуски еще раз, вдруг это поможет продвинуть его дальше. Любой ваш актив по-настоящему помогает нам помогать этим прекрасным беззащитным созданиям. Благодарю всех за поддержку и любую помощь. Надеюсь, скоро увидимся с хорошими новостями.